Всем здравствуйте! В этом видео я покажу, как закрыть иглой резинку 1 на 1 или 2 на 2, связанную по кругу. Закрывать мы будем резинку 1 на 1, связанную классическими петлями. Поэтому шаг первый. Для тех, у кого резинка связана бабушкиными петлями 1 на 1, 2 на 2, 2 на 3 и так далее. Или у кого резинка связана скрещенными петлями, то есть лицевая классическая, а изнаночная бабушкина за заднюю стенку. Вот перед вами образец связанной резинкой 1 на 1 бабушкиными петлями. Вы должны знать, что все петли и бабушкины, и классические, и изнаночные, и лицевые всегда вяжутся за правые стенки. Вот после маркера начала ряда у нас идет лицевая бабушкина петля. Ее правая стенка находится за спицей, дальше нас. Вот на правую ее стенку я привязала белую ниточку. Рассмотрим поближе, снимем эту петлю со спицы и рассмотрим ее поближе. Вот на правой ее стороне, это правая стенка лицевой петли, завязана белая ниточка. С левой стороны, вот, это левая стенка петли. Возвращаем лицевую петлю на левую спицу. Итак, у бабушкиных лицевых петель правая стенка, за которую мы провязываем их, находится за спицей, дальше от нас, вот белая ниточка. У лицевых же классических петель правая стенка, за которой мы их провязываем, находится перед спицей, ближе к нам. Поэтому, чтобы провязать бабушкину лицевую петлю классической лицевой петлей, мы должны эту правую стенку этой лицевой петли переместить вперед. То есть поменять местами правую и левую стенку лицевой петли. Для этого мы правую спицу сзади работы заводим в эту петлю слева направо, вот таким образом. И переснимаем ее на правую спицу. Затем вводим левую спицу внутрь этой петли и возвращаем ее на левую спицу. И видим, что вот эта правая стенка ее, на которой привязана белая ниточка, оказалась перед спицей, ближе к нам. И теперь провязываем эту петлю лицевой классической петлей. Так, следующая петля у нас идет изнаночная бабушкина. У изнаночных бабушкиных петель правая стенка находится перед спицей, ближе к нам. У изнаночных классических петель правая стенка тоже находится перед спицей, ближе к нам. Поэтому разворачивать изнаночную бабушкину петлю мы не будем. Мы ее сразу провяжем лицевой, изнаночной классической петлей. Как мы провязывали изнаночную бабушкину? Мы переводили вперед рабочую нить, вводили правую спицу в эту петлю, рабочую нить помещали под правую спицу вот так вниз, захватывали сверху нить и провязывали изнаночную бабушкину петлю. А сейчас мы провяжем изнаночную классическую петлю. Мы также переведем рабочую нить вперед, введем правую спицу в петлю, в изнаночную. Но рабочую нить теперь мы расположим сверху, вот так сверху, на 2 спицы сразу, и на левую, и на правую, и на левую, вот так вот сверху кладем, на обе спицы. И придерживаем пальцем крайнюю петлю, захватываем также сверху рабочую нить и провязываем изнаночную классическую петлю. Все провязали. Таким образом, изнаночная бабушкина петля и изнаночная классическая петля отличаются только захватом нити. Дальше у нас идет следующая лицевая петля бабушкина. Мы ее разворачиваем, как я показала выше, и провязываем лицевой классической. Вот так вводим сзади, слева направо спицу, снимаем ее на правую спицу, возвращаем на левую спицу и провязываем лицевой классической за правую стенку, которая теперь уже впереди находится, перед спицей, ближе к нам. Следующая петля изнаночная. Мы ее не разворачивая, провязываем изнаночной классической петлей. Вот так. И так далее. Повторяем до конца ряда, до маркера начала ряда. Следующий ряд мы провязываем по рисунку.
То есть вяжем одну лицевую классическую и одну изнаночную классическую. Таким образом, первый шаг у нас состоит из 2 рядов. Обратите внимание, если у вас резинка должна была состоять из 14 рядов, допустим, то вы ее вяжете на 2 ряда меньше. Вяжете 12 рядов и потом эти 2 дополнительных ряда из первого шага. Если у вас резиночка должна была состоять из 12 рядов, вы вяжете 10 рядов. И эти 2 дополнительных ряда из первого шага. Если у вас резиночка была 2 на 2, связанная бабушкиными петлями, то вы лицевые петли по очереди разворачиваете и провязываете классическими лицевыми петлями. А изнаночные петли, не разворачивая, провязываете изнаночными классическими петлями. Если же у вас была резинка связана скрещенной, то вы лицевые петли, которые вы вязали лицевыми классическими, так и вяжете лицевыми классическими. А изнаночные петли, которые вы вязали за заднюю стенку бабушкиными, вы разворачиваете и провязываете лицевыми классическими. Теперь шаг 3. Это шаг для тех, у кого резинка 2 на 2 связана классическими петлями. Как я уже говорила, закрывать иглой мы будем резиночку 1 на 1, связанную классическими петлями. Поэтому мы должны от резинки 2 на 2 перейти к резинке 1 на 1. Для этого мы будем менять местами петли при необходимости. Вот после маркера начала ряда идет лицевая петля. Мы ее провязываем лицевой. Далее у нас идет опять же лицевая петля. Но для резинки 1 на 1 после лицевой петли должна идти изнаночная. Поэтому мы меняем эту петлю лицевую со следующей изнаночной местами. Для этого мы сзади работы вводим правую спицу в изнаночную петлю. Левую спицу мы вытаскиваем из этих 2 петель. При этом изнаночная петля остается на правой спице, а лицевая вот так. Здесь свободно висит. Затем мы лицевую петлю надеваем на левую спицу. Затем изнаночную петлю одеваем на левую спицу. И теперь мы видим, что после лицевой петли у нас идет изнаночная петля, как и должно быть в резинке 1 на 1. Провязываем эту изнаночную петлю изнаночной классической петлей. Провязали. Теперь у нас идет лицевая петля. Мы ее так и провязываем лицевой петлей. Дальше идет изнаночная. Провязываем изнаночную. То есть вяжем резиночку 1 на 1. Дальше идет опять лицевая. Провязываем ее лицевой петлей. И дальше опять у нас идет лицевая петля, а для резинки 1 на 1 должна идти изнаночная петля. И мы опять меняем местами эту лицевую петлю со следующей петлей, которая за ней идет изнаночной, как я показывала перед этим. Итак, мы вяжем до конца ряда. При необходимости меняя местами петли. Затем провязываем еще 1 ряд по рисунку. 1 лицевая классическая, 1 изнаночная классическая. Все, мы перешли от резинки 2 на 2 к резинке 1 на 1. Шаг 3. Закрываем резинку 1 на 1, связанную классическими петлями иглой. Оставляем конец нити, который равен 3 длинам закрываемой поверхности. Для этого 3 раза обматываем этой нитью вязания. Прямо по открытым петлям, которые на спице. 3 раза так обмотали и еще сантиметров 15-20 оставляем. Затем обрезаем нить и вставляем нить в иглу. Мы будем сшивать попарно по 2 лицевые петли. То с лицевой стороны, то с изнаночной стороны. Этот шов похож на шов трикотажный. Вот с лицевой стороны 2 лицевые петли. Сшиваем эти 2 лицевые петли, потом
наклоняем вязание на себя, вот так. И с изнаночной стороны, вот они, 2 лицевые петли, также их сшиваем. С лицевой стороны эти лицевые петли выглядят как изнаночные петли, вот они. Чтобы понять, как сшивать эти петли, нужно понимать, где у каждой петли правая стенка и где левая. У изнаночных и лицевых петель классических правые стенки всегда перед спицей, ближе к нам. Вот я на них повесила ниточки. Снимем петлю со спицы лицевую и рассмотрим. Вот она в расправленном виде, и на правой ее стенке висит белая ниточка. Это правая сторона, правая стенка петли. Это левая сторона, левая стенка петли. На правой висит ниточка. Обратно надеваем петлю на спицу. И теперь на иглу снимаем первую петлю лицевую. Это лицевая петля с лицевой стороны. Сняли и протянули нить через нее. Туго не затягиваем. Затем вводим иглу во вторую петлю, снимаем ее на спицу и протягиваем нить. Прошиваем, не затягивая туго. Это лицевая петля с изнаночной стороны. И далее получается так, что мы будем сшивать по очереди. Сначала лицевую прошитую петлю, прошитую лицевую, вот она, с лицевой стороны, с петлей на спице, с петлей, которая на спице. Вот. Ниточка здесь. Ладно, вот так. Вот ее правая стенка, на ней висит ниточка. Затем наклоняя вот так работу на себя и лицевую петлю с изнаночной стороны находим. Вот она. И соединяем ее с петлей на спице. И так по очереди будем повторять. Прошитую петлю лицевую с лицевой стороны соединяем, сшиваем с петлей на спице. Затем наклоняем работу на себя. Ищем лицевую петлю, прошитую с изнаночной стороны, и соединяем ее с петлей на спице. Затем с лицевой стороны лицевую прошитую петлю соединяем с петлей на спице. Затем с изнаночной стороны лицевую прошитую петлю соединяем с петлей на спице. И так повторяем. Когда мы соединяем с изнаночной стороны лицевую петлю с петлей на спице, нужно наклонить работу на себя вот так. За какие стенки их соединять, сшивать. Вот на рисунке петля лицевая на спице находится, а другая петля прошитая. Вот с лицевой стороны. Мы в прошитую петлю вводим иглу за левую стенку от себя, а петлю на спице захватываем за правую стенку к себе. Затем наклоняем работу на себя вот так вот. И у нас будет вид сверху на изнаночную сторону. Это вид сверху на изнаночную сторону. И у нас получается так, что мы здесь также левую стенку прошитой петли соединяем с правой стенкой петли на спице. Но вводим иглу уже по-другому. В прошитую лицевую петлю за левую стенку мы вводим спицу вот так к себе. А выводим ее от себя, входя в за правую стенку петли на спице от себя. И вот так вот. Можно вот так вот руководствоваться этим рисунком для начала, чтобы было понятно, как за какие стенки сшивать петли. Можно сделать скриншот, и будет все понятно.
То есть вы прошитую петлю можете расправлять, и вот будет с левой стороны ее левая стенка. Захватываете иглой ее от себя, вводите иглу за эту левую стенку от себя. И затем в петлю на спицу к себе. Затем наклоняете работу на себя, и здесь у вас вид сверху. Вот. Здесь тоже также в прошитую петлю вводите иглу за левую стенку, только уже к себе, вот по стрелке. И тоже также захватываете правую стенку петли на спице, но только уже от себя. Тоже можно сделать скриншот, и можно будет уже это ориентироваться по этим рисункам для начала. А потом уже будет все понятно. Для начала вот можно использовать такие схемы. Здесь на изнаночной стороне вид сверху. Поэтому левая стенка у петли слева. Это при виде сверху. То есть, когда вы наклоняете работу вот так вот на себя. И тогда у вас петля будет в таком виде, что левая стенка слева. А у петли на спице правая стенка справа будет. При виде сверху. Вот. Итак, вот у нас снятая и прошитая первая петля. Лицевая с лицевой стороны. Вот у нас снятая и прошитая вторая петля. Она будет лицевой с изнаночной стороны. Итак, вот эту первую петлю, прошитую лицевую, мы соединяем с петлей, которая находится на спице. Для этого мы подхватываем ее за левую стенку, введя иголку от себя, вот так. А правую стенку петли, которая находится на спице, мы подхватываем к себе за правую стенку, вот так.